Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 500 грамм фарша, у меня свино-говяжий. Также нам понадобится 2 куриных яйца. Вбиваем их в отдельную миску, один желток отставляем в сторону. А оставшиеся 2 белка желтком вливаем в фарш. Добавляем пол чайной ложки соли. И черный перец по вкусу. Добавляем пол чайной ложки специй к фаршу и половину чайной ложки копченой паприки. Также нам понадобится зелень. У меня по несколько стеблей укропа, петрушки и зеленого лука. Мелко нарезаем. Беру обычный фарш и лаваш, а получается такая вкуснятина. Очень вкусный обед или ужин за считанные минуты из простых и доступных продуктов на скорую руку. Прекрасное блюдо из лаваша на каждый день или к праздничному столу. Добавляем зелень к фаршу. Хорошенько перемешиваем фарш до однородности. Делим полученный фарш пополам. Также нам понадобится 150 грамм сыра, у меня со сметанным вкусом. Натираем на мелкой терке. На столе выкладываем лаваш диаметром 25 сантиметров. Смазываем лаваш растопленным сливочным маслом. На все блюдо нам понадобится примерно 10-15 грамм. Сверху лаваш посыпаем 1/3 частью сыра. Теперь выкладываем второй лаваш. Снова смазываем его сливочным маслом. На лаваш выкладываем половину подготовленного фарша. Равномерно распределяем, отступив от края 5-7 мм. Теперь тоненькими кружочками нарезаем несколько маринованных корнишонов. На фарш выкладываем половину подготовленных огурчиков. Сворачиваем лаваш рулетиком. Перекладываем в форму для выпекания, застеленную пергаментной бумагой. Снова на столе выкладываем лаваш, смазываем растопленным сливочным маслом.
Посыпаем еще 1/3 частью натертого сыра. Поверх выкладываем еще один лаваш. Снова смазываем растопленным сливочным маслом. По лавашу равномерно раскладываем вторую половину фарша. Посыпаем нарезанными огурчиками. Сворачиваем рулетиком. И выкладываем в форму для выпекания. Отложенный куриный желток взбалтываем венчиком. Вливаем 2-3 столовые ложки молока. Перемешиваем. И смазываем рулетики из лаваша с фаршем. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени достаем рулетики с фаршем из духовки. Смазываем молоком с яйцом. Посыпаем оставшейся третьей частью сыра. Также посыпаем 1 столовой ложкой кунжута. Отправляем в духовку еще на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился. Просто заверните фарш в лаваш, и все будут в восторге. Вкуснятина из лаваша на обед или ужин для всей семьи. Лаваш с фаршем в духовке – это не только простое, но и очень вкусное блюдо. Все соседи будут просить рецепт. Все очень просто, а понадобятся самые простые продукты. Буквально несколько минут, и пирог готов. Всего несколько минут, и вкусный обед или ужин на столе. Просто поставьте лаваш в духовку. Дешево и полезно. Закусочные рулеты из лаваша для праздничного стола. Он такой вкусный, что готовлю 2 раза в день и просят еще. Быстро и вкусно из лаваша и фарша. Готовлю, когда мало времени, съедается моментально. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта доводим до кипения 2 литра воды, добавляем половину чайной ложки соли и всыпаем 250 грамм макарон в кипящую воду. Перемешиваем и ждем закипания. Затем снова перемешиваем, накрываем крышкой и варим на умеренном огне до готовности макарон. Тем временем в сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного масла, добавляем 250 грамм фарша, разбиваем фарш на небольшие комочки и обжариваем до золотистости. Научилась в дорогом ресторане и удивила всех гостей. Боже, так вкусно! Макароны и фарш – это идеальное сочетание. Очень легкий и вкусный рецепт запеканки из макарон с мясным фаршем. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов. Получается идеальный обед или ужин для всей семьи на каждый день. Беру обычные макароны и фарш, а получается такая вкуснятина. Очень вкусный обед или ужин за считанные минуты. Периодически макароны перемешиваем. Пока обжаривается фарш, очищаем 2 зубчика чеснока. И мелко нарезаем.
Добавляем чеснок к фаршу, перемешиваем. Теперь мелким кубиком нарезаем одну луковицу. Добавляем лук к фаршу с чесноком. Перемешиваем и обжариваем до полупрозрачности лука. Тем временем нарежем половину морковки. Морковку необходимо нарезать мелким кубиком. Добавляем морковь к луку с фаршем, перемешиваем. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли. Добавляем черный перец по вкусу. Половину чайной ложки специй к фаршу и половину чайной ложки копченой паприки. Перемешиваем и обжариваем до полумягкости моркови. Тем временем тоненькими кружочками нарежем 7 корнишонов. Добавляем огурцы к фаршу. Перемешиваем и обжариваем еще буквально 1 минуту. Начинка готова. Макароны также готовы, откидываем их на сито. Дно и бока формы для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного масла. Всыпаем половину порции подготовленных макарон. Теперь на крупной терке натираем 100 грамм сыра сулугуни. Делим натертый сыр пополам. И посыпаем макароны 1 частью сыра. Выкладываем фарш на макароны. Сверху посыпаем 2 порцией макарон. И готовим заливку. В миску вбиваем 4 куриных яйца. Добавляем соль по вкусу, я добавляю 1/3 чайной ложки. И черный перец по вкусу и по желанию. Взбалтываем яйца.
Теперь к яйцам вливаем 100 мл 10% сливок. Перемешиваем. Поливаем заливкой запеканку. Посыпаем второй частью сыра и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут до готовности блюда. Смотрите по своей духовке. Тем временем подготовим петрушку. Несколько стеблей петрушки промываем, отделяем листики от стеблей и мелко нарезаем. Нежная и вкусная макаронная запеканка готова. Посыпаем зеленью и подаем к столу. Этот рецепт не потребует много времени, а его вкус поразит каждого с первой секунды. Если вы не знали, чем накормить своих родных на ужин или на обед, этот рецепт просто находка. Все очень просто, а понадобятся самые простые продукты. Запеканка из макарон с фаршем, сытное и бюджетное блюдо. Обязательно приготовьте фарш таким простым способом. Блюдо из макарон готовится легко и просто. Быстрый и простой рецепт в духовке. Никто не верит, что я готовлю его так просто. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится капуста. Делаем надрезы, делаем глубокие надрезы вокруг кочана, но не вырезаем его полностью. Нам необходимо отделить листики от кочана. Вот он крепко держится на своем месте. Втыкаем в кочан вилку и опускаем капусту в кипящую воду. Листики капусты буквально сразу отделяются. Вынимаем их из кипятка. Затем отделяем следующие листики. И продолжаем процесс до того количества листиков, сколько нам надо. Остальную капусту варить не надо. Чтобы листики были мягенькими, выкладываем их один на другой, отставляем в сторону. Тем временем займемся начинкой. Нам понадобится 500 грамм фарша, у меня свино-говяжий. Отправляем его в миску, 1 лук, разрезаем пополам и измельчаем. Я буду использовать терку. Добавляем лук к фаршу. Также нам понадобится 2 зубчика чеснока, очищаем чеснок и измельчаем. Я сегодня использую нож. Добавляем чеснок к фаршу. 1 сладкий болгарский перец разрезаем пополам. Удаляем плодоножку и семена. И нарезаем небольшим кубиком. Быстрый, вкусный, сытный рецепт из капусты с фаршем на скорую руку. Рецепт из простой капусты готовится легко, просто, из простых и доступных продуктов. Вся моя семья в восторге от этого рецепта капусты. Удивила всех моих гостей. Добавляем к фаршу. Также нам понадобится полпучка петрушки. Мелко нарезаем ее и добавляем к фаршу. На крупной терке натираем 50 грамм сыра.
Отправляем в миску. Добавляем пол чайной ложки соли. Черный перец по вкусу и по желанию. Половину чайной ложки специй к фаршу и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Хорошенько перемешиваем фарш. Начинка готова. В отдельную миску вбиваем 4 куриных яйца. Добавляем соль и черный перец по вкусу. Перемешиваем. Добавляем 3 столовые ложки цельнозерновой муки. Снова перемешиваем. В сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла и оставляем нагреваться. Тем временем с капустного листа срезаем жесткую жилу. В листик выкладываем 1 столовую ложку начинки. Равномерно распределяем по одной половине листа, отступив от края 5-7 мм. Накрываем начинку верхней половиной листика. Обмакиваем со всех сторон в яйце. И выкладываем на раскаленную сковороду. Повторяем процесс со вторым листиком капусты. Убавляем огонь до умеренного, накрываем крышкой и жарим капусту с фаршем 5-7 минут до золотистости. Затем переворачиваем капусту и обжариваем на умеренном огне еще 5-7 минут до золотистости и готовности блюда. Убираем капусту на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Повторяем процесс, пока не закончится капуста и начинка. Сытное и полезное блюдо из капусты на обед или ужин для всей семьи. Этот рецепт капусты чистое золото. Если вы не знали, что приготовить из капусты, этот рецепт капусты настоящая находка. Этот рецепт капусты настолько вкусный, что я могу готовить его каждую неделю.
Этому вкусному рецепту капусты научили в дорогом ресторане. Удивила всех моих гостей. Ни одного праздника без них. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.